Здравствуйте, меня зовут Дима, с нами сегодня будет Святослав. Привет. Привет. Вот, и мы хотели бы поговорить сегодня о такой штуке, как о ETC. Ну, вот ребята съездили на турнир, сборная Украины по 9-й эпохе, но я думаю, мы не только о ней поговорим, и, в принципе, и о самом ETC. Святослав, расскажи, пожалуйста, про ETC. ETC — это сокращение от European Team Championship, что дословно означает Европейский командный чемпионат. Но на самом деле это не совсем европейский, не только командный. То есть, по сути, это, наверное, самый большой мировой ивент по варгеймам, да, каждый год в нем присутствует несколько систем, и существуют так называемые основные дисциплины, куда входит Warhammer 40 тысяч, ранее входил Warhammer Fantasy Battle, сейчас это 9 век, и Flames of War, это основные дисциплины, которые играются каждый год, достаточно большое количество команд и участников, играется как и индивидуальный зачет, сингл, так и командный. Вот. И кроме этого, каждый год проходят так называемые сайд-ивенты, то есть это каждый год какая-то из систем участвует в небольшой представленности, обычно там 7-8 команд, до 50 участников. В этом году это был Age of Sigmar и X-Wing. В прошлом году это, например, был X-Wing и какая-то из других фэнтези-систем, я уже точно не вспомню какая. В этом ивенте участвует порядка 1000 человек во всех системах. Проходит он каждый год в разной стране. В этом году он был, например, в столице Хорватии, Загребе. В следующем году он пройдет в Сербии. До этого проходил в Испании, в Греции и так далее. И в нем проходит два основных направления. Один — это индивидуальный турнир ESC, и второй — это, собственно, основной ивент, командник. Длится он где-то около недели. От Украины вот у нас поехали. Кто у нас поехал и как все вообще прошло у вас? Расскажи, пожалуйста. Ну, Украина на самом деле была представлена во всех основных дисциплинах. Я был в команде, которая играла в девятку. Соответственно, в этом году все 8 человек командного состава были украинцы, что вот у нас только второй год на самом деле, потому что комьюнити постепенно растет и конкурс сборной растет, и, собственно, скилл игроков. 8 человек из Украины поехало играть в девятку. Большинство из них представляет, собственно, клуб Киев Legacy, который является традиционно уже ядром составления сборной еще со времен Fantasy Battle, с 2010 года на основании игроков этого клуба формируется сборная. 4 человека играло в сингл, и, соответственно, 8 человек играло в командник. И, собственно говоря, в этом году впервые, то есть это лучший результат за все годы посещения нашей команды ETC. Мы достаточно неплохо отыграли и, в принципе, очень довольны тем, как все сложилось. Не столько как финальным итоговым местом, но там свои нюансы есть в его определении, сколько тем вообще, как проходили игры, с кем и как мы играли. И это было единственный на сегодняшний день ETC, где из 6 игр командника 4 игры мы играли с топ-мировыми сборными, которые стабильно входят в первую десятку и даже пятерку мирового рейтинга по Fantasy Battles. И отыграли мы достаточно достойно. У кого-то выиграли, кому-то проиграли, но тем не менее это были очень интересные, напряженные и важные для развития нашей сборной игры. Ты сказал по поводу того, что Киев Legacy — ядро сборной, но, насколько я помню, там же были и из других городов. Да, конечно. То есть, несмотря на то, что основной костяк — это игроки, которые играют именно в этом клубе, но, тем не менее, да, то есть с нами
С нами ездит игрок, который на сегодняшний день живет вообще в Чехии, приезжает, представляет Украину на командных турнирах, не только ETC, но и других крупных. В прошлом году за сборную играли ребята из Харькова, также ребята из харьковских клубов ездили на сингл турниры несколько лет назад. То есть в сущности здесь нет какого-то. Да, игрок из Запорожья в этом году тоже ездил, выступил достаточно неплохо. Вот, то есть фактически здесь нет никакой там единой системы и важности принадлежности клубам. Для попадания в сборную важны другие параметры. Почему туда все едут? Вот, ну, у нас достаточно регулярно собираются составы, что вот, ну, хотя до этого у нас был еще такой, ну, не сильно такой хороший результат, тем не менее у нас всегда собирались, люди ездили. То есть вот что заставляет туда вернуться, что вот какие аспекты, ну, заряжают? В сущности, ETC это не только самый большой ивент подобного рода в мире, но еще и очень интересен с точки зрения того, что на нем можно познакомиться с людьми со всего мира. То есть мы играли с самыми разными игроками и сборными, начиная от Новой Зеландии, Канады, Мексики, Европы, бывшего постсоветского пространства, отовсюду команды и люди-то съезжаются. То есть помимо того, что это игры, это еще огромный пласт общения, это очень большие возможности для того, чтобы, ну, скажем так, набираться опыта, потому что, играя с игроками в рамках своей национального комьюнити, национальной меты, ну, видишь далеко не все, и именно такие турниры, они позволяют, в принципе, набираться опыта в игре, расти профессионально. Ну и помимо этого, это просто еще шикарное общение, потому что помимо игр, ну, то есть люди общаются вместе там, ходят по барам, смотрят достопримечательности, там, ну и общаются не только в рамках турнира, это новые контакты, новые знакомства, то есть это место, где, в принципе, все пронизано духом варгеймов, самых разных, ну и находиться там, несмотря на то, что это зачастую довольно утомительно физиологически, потому что, особенно когда по 3 игры в день, это начало в 8, окончание в 10 вечера, тем не менее, то есть все всегда максимально заряжены, максимально общаются, и то есть это тот ивент, где можно найти друзей, новые знакомства, интересно провести время, поболтать, поиграть, научиться чему-то новому. То есть таких ивентов в мире такого масштаба, в принципе, не так много, поэтому именно на ETC стараются съехаться максимальное количество людей со всего мира. Поняли, как классно там, поняли, что там, но как туда попасть? Вот ты сказал, что есть сборная, что есть какой-то конкурс уже, ну, то есть он довольно-таки уплотнился. А вот человеку со стороны, который относительно там недавно начал играть, еще что-то, вот насколько это сложно попасть и что для этого требуется? Действительно, существует в сборную конкурс. Конкурс этот открытый. Обычно его начало анонсируется осенью, где-то через месяц после окончания ETC. В каждом году есть определенные критерии, как попасть в сборную, и они, в принципе, следующие. То есть первый критерий – это нужно наиграть достаточное количество игр за год до грядущего ETC, ну, то есть нужно играть регулярно, нужно играть часто, нужно играть достаточно много. Ключевой критерий для попадания – это международный опыт, потому что именно на международных турнирах и приходит основное умение, основное понимание того, как все это происходит, как играть в команде, в чем особенности именно командной игры. Поэтому уже несколько лет ключевым критерием является то, что кандидат в сборную, он должен посетить
как минимум 4 зарубежных турнира за год. То есть включая турниры там, в ближайшем зарубежье, такие как Польша, Беларусь, Россия, если удобно. Но то есть в последние годы мы ориентируемся в большей степени на турниры в Польше, потому что, во-первых, Польша это, в принципе, самая сильная на сегодняшний день сборная по игре именно в девятку. Там огромная комьюнити, на турниры в Польше съезжают со всей Европы, даже мира, поэтому для нас это очень такой несложный и достаточно бюджетный в сравнении с поездками в Западную Европу, возможность поучаствовать и набраться опыта именно с международными игроками высокого класса. Также, так как игра командная, то есть составляется командный билд, то есть отбираются те 8 армий, которые предпочтительны для того, чтобы поехать на следующий год, они отбираются, этот билд делается на основании уже там, когда меняется правило, устаканивается определенным образом мета, значит, становится понятно, какие армии сейчас интереснее для командной игры, и, то есть, и среди игроков этих армий происходит, если несколько игроков претендуют на игру одной и той же армии, то, соответственно, как бы между ними уже проходит конкурс, в котором учитывается, сколько человек играл, сколько человек и куда человек ездил, какие были результаты на этих турнирах. Ну и если все примерно равно, то используется такая практика, как челлендж, то есть когда каждый из игроков, кто хочет ехать определенной армии, играет на тренировочном сборе сборной, играет серию игр с другими армиями плюс между собой, и кто, собственно говоря, больше побед, больше очков приносит, тот и является кандидатом в сборную. Так как процесс это достаточно долгий, то, соответственно, помимо сборной еще формируется резерв, потому что иногда игроки выбывают, и поэтому, то есть, на основные позиции, то есть, помимо основных игроков еще существуют резервные. Есть еще возможность попасть на ETC, даже не играя, собственно, на столах, существует практически во всех сборных такая позиция, как коуч, то бишь тренер. Это человек, который помогает, несмотря на то, что не играет сам на столе, он помогает команде, он помогает следить за ходом игры на столах, информирует других игроков о том, как идут дела, чтобы, соответственно, принимать решение о том, имеет ли смысл рисковать или нет, следить за тем, чтобы оппоненты не нарушали правила и вели себя достойно, помогает в парингах, в оценке оппонентов. То есть это очень, на самом деле, важная для сборной позиции, чтобы вы понимали, практически у всех топ-сборных их минимум 2, и они бы брали больше, но в этом с прошлого года их число ограничили до 2. То есть раньше сборные могли привозить по 5-7 тренеров, чтобы они буквально каждому помогали играть. Но если вернуться к тому, о том, как собственно, получить тот самый опыт, необходимый для того, чтобы в сборную попасть, то помимо того, что играть в местном локальном комьюнити, если оно есть, что делать, если его нет, или играть получается не так часто, то тут существует такой инструмент, как Universal Battle, который в простонародье именуется резиной. То есть это браузерное или десктопное приложение, которое моделирует игровой стол для многих систем, не только для девятки, но девятки в том числе, на котором можно делать армии, там есть необходимые инструменты для игры, и игра проходит, моделируется на экране компьютера. В этой экосистеме можно играть с игроками со всего мира. Более того, даже топовые игроки из топовых сборных, так, например, испанцы, шведы, поляки, практически все время играют, немцы тоже играют в Universal Battle, и даже если вот каждый вечер туда зайти, порядка десятка человек будет готово поиграть. Для того, чтобы играть в Universal Battle, нужно владеть английским языком и иметь больше запас времени, потому что игры в Universal Battle длятся почти вдвое дольше, из-за того, что обсуждение и переписка идет либо в чате, либо дублируется скайпом. Но, тем не менее, это очень живой рабочий инструмент, и если говорить, например, о сборной этого года, то игрок сборной из Запорожья, он как раз
ну, наверное, 2/3 своего игрового времени наигрывал именно в резине и участвовал там и в турнирах, которые проходят тоже достаточно регулярно. Вот, играл очень много и в итоге очень хорошо выступил, занял 10 место в общемировом зачете в индивидуальном разряде и хорошо сыграл в команднике, поэтому при желании и при, ну, скажем так, должном уровне упорства, играя в том числе по ночам, вот, можно даже при минимальном опыте именно игровом в клубах локальных все равно набить руку и отыграть достаточно хорошо. Но при этом, опять же, все равно, ну, несмотря на все это, то есть вот, говоря о таких тренировках, подготовках, все равно не теряется смысл игры в том, что получать от этого удовольствие. Да, безусловно. То есть, несмотря на то, что игроки, предыдущие в сборную, они как бы очень много уделяют внимание именно спортивному аспекту, но тем не менее и сам турнир, и игра за сборную — это в первую очередь фан, и ETC — это, наверное, квинтэссенция игрового веселья, потому что, ну, подавляющее большинство оппонентов, с которыми доводится играть со всего мира, они очень приятные люди, с ними проходят приятные игры, где в общении, за двиганием фигурок и бросанием кубов время летит крайне незаметно, и ну, то есть получение удовольствия от игры — это все равно, то есть ключевой аспект того, что гонит туда 90%, повторюсь, всех игроков со всего мира. Вот. Встречаются, конечно, люди, которые хотят победить любой ценой, невзирая на спортивность и гуманность своего поведения в целом, но это скорее исключение из правил, я думаю, они есть везде. Хорошо, спасибо тебе большое за то, что рассказал нам о турнире, о том, как оно все проходит, что нужно сделать, чтобы попасть. Я думаю, если мы что-то не досказали, то люди смогут об этом спросить в комментариях, и мы тогда, если что, ответим, потому что, ну, мало ли, могли что-то упустить. Всем спасибо большое, с вами был Святослав, член сборной ETC по Украине, вот уже неоднократный и довольно-таки сильный. Вот, ну и Дима. Всем спасибо, пока.